Алло. Нет, не хочу. Так, ну вроде бы Мы написано вас лайв, слышим что и ли, видим. пошел прямой эфир. Ну, отлично. Итак, коллеги, добрый день. Не знаю, куда смотреть. Камера, блин. Вот так. Приветствую всех, кто у нас сейчас в прямом эфире. Благодарю всех, кто смог войти в нашу лайв-студию. Скажите, пока у вас микрофоны включены, это все-таки проще, чем войти в Zoom? Или сложнее было кому-то? Вот у вас сейчас все микрофончики, кто вошел в лайв-студию, все наши 10 человек, а это максимум, что она позволяет на версии Pro. Скажите, коллеги. Сложности не было. Что? Сложности не было. Нет, я по сравнению с Zoom, то есть сложнее было, чем конференция. Это быстрее. Это Мне быстрее. кажется, Да? быстрее. Легче. Да, легче, Да. легче. То есть я уверен, что просто кликнув по ссылке и подключившись к Да. студию, это может реально сделать каждый. Потому что с Zoom, да, это вот постоянное, то меня не слышно, то меня не видно, потому что человек не разрешил доступ к оборудованию. То есть это, естественно, попроще с моей точки зрения. Я думаю, вы там согласились. Отлично, вот у нас пошли чат, и чат прямо вот у нас в этом же окошке. Светлана Баданина, добрый день. Евгений, извините, фамилию плохо вижу. Всем привет. Трансляция сейчас у нас идет сразу несколько соцсетей. Идут на профиле Ольги Васильевны Шерешевой, это нашего генерального директора. Потому что у нас сегодня суббота, 10 часов и вебинар обратной связи для тех, кто проходит обучение на нашей платформе VivaStars. Да? Ну и мы это делаем открыто, ничего ни от кого не таим. То есть если вам интересно, что нужно делать для того, чтобы выходить на какие-то результаты в социальных сетях, приходите, задавайте вопросы. Я вас вижу, вот, а тех, кто у нас в лайв-студии, и слышу. Но, коллеги, я сейчас сделаю одну такую вещь, я просто вас отключу, потому что вот эти вот черные квадраты, они меня реально как-то пугают, расстраивают. Потому что хочу посмотреть, как это будет на записи трансляции. Вот, я сейчас, бог знает где, на новом компьютере, поэтому за качество картинки очень сорян, за фон тоже сорян, но вот так вот получилось. Кстати, вот там вот сзади, да, вот эти вот наши стоят масла, которые я регулярно использую, потому что, ну, это, с моей точки зрения, сейчас единственная возможность как-то поддерживать свое пошатанное здоровье. Итак, коллеги, что я сейчас, то есть о чем у нас сегодня будет наша встреча? Мы сегодня будем говорить о том, как делать красивые картинки в социальных сетях. Будем все это делать с помощью сервиса, который однозначно многим из вас известен. Это сервис Canva. Это сервис, который позволяет, вот я написал за 5 минут, но вы увидите, что это можно сделать красивую картинку практически за 2 минуты, то есть больше времени будет тратиться на то, чтобы подобрать эту картинку, вот взять вот эту картинку, либо взять вот эту картинку, вот на это чаще всего уходит много времени. А сам дизайн мы сделаем, ну, практически там за несколько минут. Почему, с моей точки зрения, это реально очень важно? Потому что вот сейчас мы начали отрабатывать очень простой способ продаж, очень простой способ набора структуры. Это прямо вот для сетевых компаний лучший, с моей точки зрения, вариант, потому что простой, максимально понятный и не требует никаких денег. И подключает всех. Это вебинарная воронка или приглашение на наши онлайн-трансляции, говоря простым советским понятным языком. Да? И мы сейчас вот с теми, с кем я встречаюсь вживую в офисе, хочу сразу сказать, что когда я отработаю в воронежских, то есть с кем я могу реально встретиться и вот так вот рассказать, а встречи теперь будут идти исключительно индивидуально, потому что идея даже встречаться по 2-3 человека, она вначале мне показалась наиболее правильной, чтобы побыстрее людям рассказать, что нам нужно делать. Но в итоге получилось, что это чуть даже длиннее. Поэтому буду встречаться с каждым отдельно, с каждым конкретно. Под каждого конкретного человека мы будем прописывать именно те действия, которые будет выполнять он, потому что из 3 вариантов приглашений можно ограничиться одним. Вот. И когда мы начинаем разбирать нашу вебинарную воронку, становится понятно.
если вы будете использовать для приглашения на онлайн-встречи социальные сети, становится сразу понятно, а зачем нам эти социальные сети развивать, зачем нам эти друзья, вот зачем все эти вот телодвижения по активности. То есть зачем это? Когда вы начинаете приглашать, вы понимаете, и зачем вам друзья, и зачем вам развивать профиль. Но чтобы сейчас развивать профиль, чтобы делать его интересным для тех людей, которые хотят с вами задружиться, кто на вас подписывается, конечно, нужен реально классный контент. Вот специально открывал этот профиль, потому что этот профиль, ну, с моей точки зрения, ну, пример идеальный. Потому что пример идеальный для нас, как для людей, которые работают в области здоровья, которые все-таки нацелены на то, чтобы в своих профилях показывать продукты. Да? Вот я вам показываю идеал. Идеал, как нужно показывать продукт в социальных сетях. Посмотрите. К сожалению, если мы пройдемся по страничкам MLM предпринимателей, вот я показывал вам на прошлой нашей встрече сервис, которым я сейчас пользуюсь. Я сейчас выполняю действия, которые меня не очень радуют. Давно я их не делал, то есть приходится руками, да, переходить на профили, смотреть, лайкать, подписываться и так далее. Да. И вот ты, когда переходишь на профили MLM предпринимателей, крайне редко видишь вот то, что я вам сейчас показываю. То есть качественные фотографии, да, и хорошо показанный продукт. Чаще всего мы видим совершенно другую картину, мы видим что-то непонятно зачем снятое, в непонятном качестве, да, и чаще всего, ой, вот как-то совершенно случайно попал, кажется, а нет, или да, нет, мне показалось, что это Гаяна, ну, чисто внешне. Крайне редко попадаешь вот на такие вот профили, где все-таки качественные фотографии и хорошо показанный продукт. Чаще всего попадаешь на что-то вообще непонятное, и чаще всего, если мы говорим о продуктах, то это баночка на каком-то белом фоне. То есть вот в таком варианте баночка на белом фоне, это есть смысл выкладывать только если вы оформляете интернет-магазин. То есть на интернет-магазине баночка на белом фоне – это оптимальный вариант, чтобы внимание человека ни на что другое не, скажем так, рассеялось. То есть чтобы человек видел именно то, что вы хотите ему показать. Если мы говорим о социальных сетях, то товары должны быть оформлены красиво. И вот одна из сегодняшних задач, сегодняшней нашей встречи, вот показать вам, как все-таки красиво и просто, быстро сделать оформление товара для социальной сети. Возможно, я сегодня все полностью не покажу. И как я вот понял после наших личных встреч, что лучше меньше, да лучше, есть такой принцип, он меня очень радует. Лучше показать что-то небольшое, но понятное. И чтобы человек это запомнил и начал это делать. Поэтому я вам сейчас вот прям в режиме пошаговости покажу, что нужно делать с фотографией после того, как вы ее сделали на свой телефон. Какие действия необходимо произвести для того, чтобы эта фотография не пугала, а наоборот притягивала людей на ваш профиль. Потому что чаще всего, когда общаешься с людьми, MLM-предпринимателями, какая у вас основная проблема, коллеги? Я вот вам сейчас все микрофоны включил, хочу посмотреть, опять же, как это будет на записи. Какая у вас основная проблема? Или какое основное оправдание, почему, например, вы не обрабатываете фото? Так, горячие путевки, привет, Салоника. Нас прям смотрят ребята из... Так, привет, Москва. Так, я особо не знаю, как их обрабатывать, поэтому не обрабатываю. Так. Мы не стали продать. Продаем живое, поэтому это для нас непонятно, и мы это мало выделяем. Ну, то есть на бегу делаем. Так, я так понял. Прям очень хороший у нас спасибо. Шум. Отлично. Но, во всяком случае, люди подключились и говорят. Коллеги, я сейчас
еще раз повторюсь, все-таки в студию буду приглашать тех людей, которые вот будут что-то вот говорить, потому что нам нужен какой-то диалог, чтобы это не было выступление одного артиста. Все, что вы сказали, не умеем, да, то есть мы вообще не понимаем, за каким фигом нам этот интернет, мы привыкли продавать совершенно по-другому. Поэтому вот очень надеюсь на то, что наша вот вебинарная воронка, наше приглашение на онлайн-мероприятие, все-таки вот хотя бы для кого-то, зачем нам этот интернет, этот вопрос уже не будет возникать. Но, если честно сказать, я думал, что вы сейчас скажете основное оправдание, почему мы это не делаем, потому что у нас нет времени. Потому что вот как вот не поговоришь с каким-нибудь сетевиком, основная проблема, которая у него, это отсутствие времени. То есть ему вообще вот ни на что не хватает времени, и найти там несколько минут для того, чтобы обработать фотографию, это прям невозможно. Но почему еще тоже очень хорошая... Кто-то сказал, извините, я сейчас по имени не назову, это мы не умеем. И вот что у нас получается? Вот это оправдание «нет времени», оно чаще всего не соответствует действительности, потому что на самом деле основная причина – потому что мы не умеем это делать. И я еще вам одну причину назову, она прямо тут у нас совершенно случайно нарисовалась, я даже не знал, что это, что так будет, но вот повстречавшись с людьми вживую, я понял, что те компьютеры, которые вы используете для работы, назвать их инструментами, которые вам помогают что-то делать, но это неправильно. То есть это не инструмент, который что-то помогает. Это инструмент, который вам создает проблемы. То есть по-другому я не могу это назвать. Тормозящий компьютер. Нажал и сидишь, неизвестно, нажал я или не нажал. Да? Это не устройство, это не инструмент, который позволит вам за 2 минуты, или за 5 минут, как у нас написано в заголовке нашего вебинара, сделать фотографию. И вот что у нас получается? Нет практического навыка, нет практического опыта, как это делать. Почему? Потому что мы этим не занимаемся регулярно. Когда у меня был компьютерный клуб, у меня было много компьютеров, я регулярно занимался одной операцией, это обслуживанием компьютеров. Вот сейчас, когда мне приходят вот с такими компьютерами, на которых реально невозможно работать, да, у меня первое желание что-то как-то с ними сделать, да, чтобы на них хоть что-то можно было делать. Но, к сожалению, обслуживание компьютеров – это работа, которая требует времени и требует, опять же, наличия инструментов. Сейчас я давно этим не занимаюсь, поэтому и времени мне не так много. И главное, что нет тех инструментов, с помощью которых я быстро могу ваш компьютер реанимировать, привести в нормальное состояние. Поэтому, коллеги, те, кто будет приходить на встречи вживую или потом у нас будут онлайн-встречи с каждым, пожалуйста, чтобы мы не тратили время на борьбу с вашим компьютером. Свяжитесь с кем-то, придите в какой-то компьютерный салон, либо вызовите какого-то адекватного мастера. Если вы в Воронеже, я вам прямо от души советую магазин «Клик». Там Миша, человек с золотыми руками, с золотой головой, он из вашего компьютера быстро сделает конфетку, если вы не хотите покупать новый. Из любого старья, в принципе, можно сделать инструмент, который будет работать классно. Поэтому нет практического опыта в работе, тормозящий компьютер и нет понимания, зачем это мы делаем, зачем нам это делать, отбивает полностью желание делать что-то. Вот сейчас я сижу за компьютером, который, в принципе, более-менее нормально работает. И вы посмотрите, сколько времени у меня займет на создание картинки, которую можно уже смело и честно, спокойно выложить в социальную сеть. Вы увидите, что больше времени я буду тратить на то, что какую картинку мне взять. Итак, проблема ясна. Не умеем, не знаем. Неработающий компьютер или просто включающийся, но работающий в состоянии неработающего инструмента. Вот все эти причины и все эти проблемы, это все реально легко решаемые задачи, если вы хотите их решить. Сейчас я вам покажу, как быстро и просто сделать картиночку. Включаю опять же демонстрацию экрана. Сейчас включу кому-нибудь, я вот тут видел, у нас кто-то есть с камерой включенной. Вот, я вам включил микрофончик.
Кому еще включить микрофончик? Так, Татьяне тоже включу. Так, вот я включил 2 или 3 людям, которые, ну, я очень надеюсь на то, что они будут сейчас что-то мне говорить по мере того, как я буду делать. Вот. Тем, кому я включил, вот Татьяна, еще Татьяна, будете задавать вопросы по мере того, как я буду сейчас что-то делать, чтобы у нас получилась более-менее плодотворная работа. Хорошо. Хорошо, окей, да? Хорошо, договорились. Все, договорились. У меня Теперь, такой вопрос. Можно спросить? но мы для этого и собрались, чтобы задавать Алло. вопросы. Да, конечно, задавайте. Скажите, Можно спросить и потом... вы сейчас Да. не показываете экран, да? Просто Ну, вообще-то я у сейчас... меня вот в какой-то момент Я то включаю, то просто выключаю. синий экран. Но я то У включаю... меня просто синий экран, и я ничего не вижу. Ну вот сейчас что вы видите? И Вы я сейчас перезахожу. видите? Сейчас Куда я вы вижу перезаходите? картинку, и вот 4 человека. А сейчас? Просто есть небольшая задержка. То есть, если вы видите 4 человека, вы видите то, что я видел, например, секунд 15 назад. То есть, любая трансляция, особенно через рестрим, это небольшая задержка. То, что я сказал, до вас доходит, но с запозданием секунд 15. Вот сейчас вы вообще-то все должны видеть главную страничку сервиса Canva. Пожалуйста, скажите, видите вы Canva или нет? Тем, кому я включил микрофон. У меня почему-то на экране картинка и черные квадратики на ней. Они ее закрывают. Там дамы с волосами. Понял. Значит, тогда, к сожалению, мне придется, вас подключать, потому что если вы в эфире, то каждый человек отображается вот таким черным квадратиком, да, печалечка. Сейчас попробую еще по-другому сделать демонстрацию экрана, может быть, будет лучше. Вкладка Chrome, весь экран вообще-то стоит, все отлично. Так. Сейчас у вас должна появиться внешний вид программы Canva и, наверное, один черный квадратик – это мой. Но его я, к сожалению, не могу отключить. Я могу, в принципе, там включить камеру, чтобы было понятно, что это я. Вот. На записи посмотрю. Сегодня мы первый раз делаем трансляцию через лайвстрим. Посмотрю, как это выглядит. В следующий раз уже будет все значительно лучше. Итак, я перешел на сервис Canva. Очень надеюсь на то, что вы меня сейчас и мой экран видите. С чего нужно начинать? Вы можете нажать на кнопочку «Создать дизайн». Это в правом верхнем углу. А именно сейчас вот так вот выглядит Canva именно с компьютера. Canva – это онлайн-сервис. Не нужно его загружать себе на компьютер. Его нужно просто открыть в окошке. Адрес этого сервиса есть у нас на платформе. Вот, к сожалению, этот сервис я еще не смог купить в версии Pro, то есть чтобы не было никаких ограничений. Аналог этого сервиса, Crello, он у нас уже есть полностью в профессиональном варианте. Кому больше нравится Crello, можете пользоваться им. Ничего принципиального нет, но мне больше нравится Canva, я с ней уже практически полностью разобрался, и я буду искать возможности купить именно профессиональную версию. Мы сегодня будем сталкиваться с теми проблемками, которые потребуют профессиональной версии. Но все, что нужно для того, чтобы начать работать, можно делать абсолютно на бесплатном варианте. Итак, вы можете нажать на кнопочку «Создать дизайн», либо можете опуститься вниз по главной страничке и посмотреть, какие дизайны вы создавали. И можно сделать просто уже быстренько новый дизайн на основе какого-то ранее вами создаваемого. То есть, если вы хотите, чтобы у вас все было в одном стиле, вы можете найти какой-то очень понравившийся вам шаблон. Но мне, например, почему-то нравится вот этот вот черный шаблон вот с девочкой, которая тут крем у нас рекламирует. Да? Вот мне почему-то он очень, очень нравится. Хотя по откликам народа больше понравилась вот эта, кажется, девушка. Вот такой вот дизайн с волосами, но там, где была более открытая спина. То есть можете выбрать
какой-то уже ранее сделанный шаблон, либо если мы делаем первый раз, нажимаю «Создать дизайн», и вот здесь вот в строке поиска пишу, что вы хотите сделать. То есть дизайн под какую социальную сеть хотите сделать. Но так как у нас тут в основном народ начал пользоваться или пользуется Инстаграмом, посмотрите, вот дизайны, которые наиболее популярны, они уже у вас выпали. Хотя в строке поиска можете написать Инстаграм публикация или Инстаграм лента. То есть зачем это нужно делать? Зачем вот мы выбираем конкретную социальную сеть и почему это важно? Потому что каждая социальная сеть имеет требования по размеру картинки. То есть вот если я выбрал публикация в Инстаграм, мне Canva сразу сделала квадратную картинку. Если бы я сейчас выбрал миниатюру для Ютуба, то у меня бы получилась горизонтальная картинка. Вот при наших личных встречах я рассказываю тем, кто не знает, какой формат картинки под какие социальные сети требуется. Люди записывают, и у них получается полная картинка. Итак, вот мне сделали квадрат. Именно квадратный дизайн у нас для Instagram, для ленты, да. Что я могу сейчас сделать? Я могу, конечно, вот выбрать шаблоны и поискать какой-то шаблон, на основе которого я буду делать. Но у меня есть уже фотография, которую я сфоткал. И я хочу именно эту фотографию, мою личную, обработать быстро и загрузить ее в Инстаграм. Вот что я делаю. Выбрал публикацию в Инстаграм, нажимаю вот сюда, с левой стороны под кнопочкой шаблона есть кнопка загрузки. Нажимаю на большую кнопку «Загрузить изображение или видео», либо можете использовать какое-то ранее загруженное изображение. Нажимаю «Загрузить», выбираю ту картинку, которую я сделал на телефон и скинул себе на компьютер. Как это реализовано, подробно рассказано в одном из уроков на нашей платформе. Вот, например, эту картинку выбрал и нажимаю «Открыть». У меня просто эта картинка вот загружена уже. Не буду тратить на это время. Итак, картинка загружена, то есть появилась у вас в вашем личном аккаунте на Canva. Теперь что нужно сделать? Берем эту картинку, прижимаем левой клавишей и так вот тащим вот сюда. Добиваемся состояния, чтобы картинка заполнила всю публикацию. То есть мы сейчас сделали первый шаг. Это нашу картинку положили на нужный по размеру шаблон для выбранной социальной сети. В нашем случае это социальная сеть Instagram. Шаг номер 2, который нужно делать практически всегда. Эта операция называется кадрирование. Кадрирование позволяет выбрать вам нужную часть из фотографии, на что вы хотите сделать акцент. Ну вот обратите внимание, сейчас у меня вот вся красота практически обрезалась, да? Поэтому я буду однозначно свою картинку кадрировать. Что для этого необходимо делать? Я щелкаю по картинке, вот она у меня обвелась в рамочке. То есть всегда при работе с компьютером, с какими-то компьютерными программами, вы должны выбрать тот элемент, с которым вы работаете. Поэтому вот я кликнул на него, обратите внимание, у меня появились действия, которые я могу сделать. Если бы картинка у меня не была выбрана, то есть не была бы обведена в рамочку, вот я сейчас щелкнул вне картинки, видите, и пропали действия, потому что Canva не понимает, над чем вы хотите сейчас выполнять какие-то операции. Вот выбрал конкретно картинку, и появились действия, которые я могу выполнить. Мне необходимо выбрать действие «обрезать». Здесь оно вот так вот называется, не кадрировать, а обрезать. Что я могу делать? Хватая картинку вот за эти кругленькие штучки по углам, то есть наводите мышку, прижимаете левой клавишей, и вы свою картинку можете увеличивать. Ее нельзя сделать меньше размера. То есть Canva вам запрещает вот делать эту фигню, то есть пустые вот края вот здесь, для картинки, которая идет фоном. Вот растянули, ну, например, я хочу, чтобы у меня все-таки лицо максимально захватывалось и плечи. Растянул. Теперь начинаю эту картинку двигать. Вот. Я захватил то, что я хочу. То есть лицо девушки и плечо. Все. Можно чуть выше, можно чуть ниже. Например, хочу больше плеча, меньше лица.
И вот так вот немножко интриги создать. Все, нажимаю «Готово». Я откадрировал свою картинку. То есть сейчас у меня в публикации нужного мне размера появился именно нужный мне элемент на этой фотографии. Что можно еще сделать? Иногда, особенно если вы на картинку будете накладывать текст, можно делать вот такую операцию, которая называется «Отразить». Нажимаем «Отразить» и можете отражать по горизонтали. Видите, перевернул. Можно даже делать по вертикали, если хотите, да? Если вы какую-то операцию сделали в конве и, например, зачем я это сделал? Есть кнопочка, которая используется во всех практически программах, но кто пользуется активно Word, эта кнопочка называется «Откатить выполненное только что действие». То есть нажимаете «Отказаться», и последнее выполненное вами действие отменяется. То есть не надо волноваться, если что-то испортили, можно быстро вернуться назад. Итак, я хочу, чтобы моя девушка смотрела вот именно с такого, из этого угла. Хотя мне почему-то кажется, что вот так вот оно более заманчиво. Итак, откадрировал, отразил, если есть необходимо. Что обязательно надо сделать? Вот что называется минимальная обработка фотографии в какой-то программе обработки фотографий. Я даже не говорю про Photoshop, есть там специализированные программы, Lightroom, да. Что позволяют делать эти программы? Вот так как мы снимаем чаще всего на улице, и мы не можем крутить свет, как нам нужно, даже иногда не получается там стать, как вам нужно, чтобы вас хорошо осветили. Поэтому свет падает как получится, тут засвечено, тут темно и так далее. Так, извините, пожалуйста, начальство звонит, я сейчас поговорю. Так, коллеги, скажите, пожалуйста, а вот вы видели вообще-то мой экран с конвой? Я вот сейчас кому-то включил. Давайте я все-таки найду одного человека, который будет отвечать голосом. Вот, Татьяна, ответите, я вам сейчас микрофончик включил. Так, или кого я тут еще видел там? Вот, Татьяна Юсупова. Можете ответить вообще? Могу. Я вижу только вас, и то после того, как перезагрузилось. А так у меня открывается синий экран и ничего больше. Угу. Перезагружаюсь, я вижу вас. Угу. Я понял. Так, Тамара, вы вообще видели экран? Нет, абсолютно не видели экрана, только вас. Демонстрации не было. Мы писали в чате, все не видно. Блин, у нас же чат, я что-то про него забыл. Вау, тут уже пипец сколько, ничего страшного. Может потом в записи. Ну да, да. Хорошо, давайте тогда сейчас сделаем еще раз. Вообще-то сейчас идет демонстрация экрана. Так, ладно. Делаем еще раз. Я сейчас выберу вкладка Chrome. Выберу вот так вот и вот так вот. А вот сейчас, Тамара, я вам не отключал микрофон, скажите, вот сейчас вот видите дизайн, который я сделал? Я вижу только вот девушку с волосами, картинку, эту я вижу. Ну вот, я ее и показываю. А слева, Да. ну вы видите, что это вообще-то, вот мы сейчас находимся в конве, да? Вот с левой стороны вы видите другие фотки, да? С левой стороны только ваш черный экран, справа мое изображение, и больше ничего. Нет того же... Канвы я не вижу здесь. То есть вы, наверное, видите фон, включенный фон. Да, фон. Так, Да. сейчас, секунду. А вот так? Черный экран. Вот так, черный Черный экран. экран.
Вот пипец. Значит, демонстрация экрана не работает. Не работает. Кирдык. Вот это печалька. Так, еще раз. Весь экран. Весь экран. Черный экран. Ну да, сейчас еще я не нажал пока ничего. Ага. Нажимаю поделиться. А так. Черный экран. Блин. Да. Печалька. Значит, без демонстрации экрана, конечно, ничего интересного не сделаешь. Но это меня как-то очень расстроило. Хотя демонстрация экрана у них работала. И чем это можно объяснить? Как это можно попробовать еще раз сделать? Ничего у меня не включено, никаких оверлеев. Так, здесь чат. Так, блин. Так, а если я сейчас сделаю... Нет, ну вот тогда меня слышать не будете. Мы это уже проходили. Блин. Ладно, еще разочек попробую включить. Окно программы выберу. Ну да, вот выберу, например, вот так вот. Вот так. А сейчас что видите? Все то же самое, черный экран. А если еще пару Я секунд подождать? Хорошо, а вдруг задержка идет, да. Ну да, я про задержку, потому что где-то секунд 5-6 это точно должно быть. Ой. Ну, пока без изменений. Да? Да, без изменений, Игорь. Хреноватенько. Ну ладно, полчаса убито. Давайте тогда сделаем следующим образом. Я сейчас закончу транслировать через лайвстрим, разберусь с техподдержкой, почему не идет демонстрация экрана. Вот мне это очень непонятно. Сейчас создам конференцию в Zoom и буду это делать через Zoom. Да. Ссылку на Zoom конференцию скину. И Zoom, то, что да, было как-то понятно. И здесь экранчик очень маленький, честно говоря. Да ладно, вообще-то это еще бета-версия. То есть, что она работает, надо говорить спасибо. То, что не работает демонстрация экрана, возможно, из-за браузера, либо еще из-за чего-то. Ну, ладно, разберусь. Все, давайте сейчас заканчиваем. Я скину ссылку на Zoom-трансляцию.